Осенью 2005 года жительница пригорода по имени Эмма Грин вышла вечером за хлебом и молоком. С собой она взяла только сумку и мобильный телефон. В доме остались 5 детей и муж, Алекс, рассчитывавший, что жена вернется максимум через полчаса. Но ни через час, ни к ночи, ни на следующий день она не появилась. Сначала родные надеялись, что произошло что-то незначительное. Случайная встреча, разрядившийся телефон, задержка в магазине. Но вскоре стало ясно, случилось нечто гораздо серьезнее. Алекс обратился в полицию. Начались поиски. Добровольцы прочесывали округу, расклеивали объявления. Однако камеры наблюдения не зафиксировали Эмму ни возле магазинов, ни в других местах. Казалось, она исчезла бесследно. Расследование не дало результатов ни через месяц, ни спустя год. Дело стало холодным. Алекс остался один с детьми, совмещая 2 работы и живя с тяжелым чувством вины за то, что отпустил жену одну. Каждый год он продолжал распространять ее фото и обращаться в СМИ, надеясь на чудо. Прошло 20 лет. В 2025 году старшая дочь, Мэй, уже взрослая женщина, случайно увидела по телевизору репортаж о ликвидации секты на севере страны. Она называла себя «Дети истинного света». Среди задержанных были мужчины и женщины с поддельными документами и измененной личностью. На одном из кадров Мэй узнала свою мать. Эмма выглядела постаревшей, измученной, с другим именем и без памяти о прошлом. Расследование показало, что в день исчезновения ее похитил вербовщик секты. Он специально искал женщин, которых легко было убедить. Эмму заманили, изолировали от мира и перевезли в лесной лагерь, где началась долгая психологическая обработка. Там ей внушили, что прошлое — иллюзия, а семья — оковы, от которых нужно освободиться. Со временем она потеряла свою личность и стала частью структуры. После ликвидации секты выяснилось, что большинство ее членов ничего не помнят о прежней жизни. Эмму отправили на реабилитацию. Под наблюдением психологов у нее начали всплывать обрывки памяти. Запах детской одежды, голос мужа, светлая кухня. Но слишком многое изменилось. Дети выросли. Алекс посидел. Мир стал другим. Даже когда она вернулась домой, все оказалось уже не тем. Семья воссоединилась, но это была уже другая семья, соединенная не радостью, а годами боли, ожидания и утрат. Эмма снова жила среди родных, но осталась навсегда в тени тех 20 лет, которые у нее отняли. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.